Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Возвращаемся мы опять к выставлению зазоров на клапанах по той причине, что я перепутал нормы зазоров на впуске и выпуске. На выпуске надо 0,2, на впуске 0,15. Каюсь, виноват. Сейчас переделаем. Также увеличу зазор свечи еще до 0,9, потому что мне крайне понравилось. Вот 0,7-0,8 разница большая по реакции на газ. Кто-то говорил, что воздуха не хватает. Я не думаю, что воздуха не хватает. Он сразу на новом мотоблоке при резком пуске, при резкой повороте ручки газа мог заглохнуть. Сейчас эта проблема практически исчезла. Сейчас сделаю 0,9, посмотрю, станет ли лучше. По поводу форса инструмента типа это реклама. Это не реклама, этот инструмент у меня уже 13 лет, потому я о нем и говорю. Компания Force не платит мне за инструменты. Это просто отзыв о хорошем инструменте, а не о блестящем инструменте, который стоит дешево и, казалось бы, должен выполнять свои функции. Ну да бог с ним, каждый думает то, что хочет. В этот раз я скину стартер, потому что реально выставить верхнее положение поршня на стартере, не снимая его, сложно. Вот я тогда с ручкой стартера дергал, замучился. Не то все. Надо заранее скинуть и работать. Все, стартер скинули. Теперь крутить будет удобно. Дальше скидываем свечу. Заодно посмотрим, есть ли нагар. Вот что самое интересное, не по поводу того, что я напутал там, а по поводу, когда в прошлый раз я выставлял зазоры, выставлял уже все правильно, 0,2 на выпуске, 0,15 на впуске. Но этот мотоблок был достаточно, теплый, да, то есть он мало постоял у меня. Когда в прошлый раз я перепутал зазоры, но сделал предварительные замеры, при 0,2 на выпуске у меня уже был 0,15 на выпуске и примерно 0,15 на впуске. То есть, возможно, в какой-то момент, возможно, я коромысло не держал, щуп вставил, не совсем верно настроил. То ли тепловой режим как-то, тепловые расширения металла повлияли на это. В общем, зазор изменился. С последней проверки и настройки. И также прокачусь, еще раз попробую сделать тест-драйв, насколько мотоблок вообще пригоден. Говорят, вставляйте 5-ю передачу. Честно сказать, ездить по проселочной дороге, даже на 4-й, на полном газу, порой, не очень комфортно. А если еще 5-ю вставить? Где-то я видел давно ролик, там мотоблок МТЗ разогнали, по-моему, что-то больше 40 км в час. Такое себе, я не знаю, на такой скорости удержать мотоблок. По асфальту еще куда ни шло. Не вижу смысла в этом. Для дальних поездок нужна все же машина, а не мотоблок. Желательно. Так, свечка чувствует себя прекрасно. Нагара, в принципе, только старый остался, наверное, и все. Увеличу зазор до 0,9 на свече прямо сейчас. И выставлю зазоры уже правильные. Все, щуп 0,9.
Так, зазор 0,9 мм на свече. Температура воздуха сейчас около 9 градусов по Цельсию. Плюс 9, естественно. Мотоблок отстоял всю ночь, не ездил никуда. Соответственно, температура внутри такая же, как и снаружи. Солнца даже нету сейчас. Тогда я настраивал, было 16, сейчас 9-10. Я еще не договорил в прошлый раз. Говорю, вот так и так, легкий пуск, когда срывается ручка. И, мол, хочу добиться такого же результата. Нет, не добился. Забыл об этом сказать. Может, сейчас получится. А, какие зазоры, я же еще не выставил ничего, все верно. Стартер снимаем, потому что вот вручную крутить вот эту часть, ну, значительно легче, чем пытаться выставить ее с помощью веревки. Так, верхнюю точку выставили. Сейчас проверим, то ли этот оборот. Да, тот, сразу угадал. Ну вот 0,15 слазит свободно. А тут, соответственно, должно быть 0,20 после последней моей ошибочной настройки. Ну все, на выпуске делаем 0,2, как по паспорту. На выпуске 0,2, а на впуске 0,15. Честно сказать, вот 0,15, 0,20 такая минимальная разница, что в принципе сложно выставить такие зазоры с таким минимальным разносом. То есть, я так понимаю, же 0,20 щуп не должен заходить в 0,15. Прям надо повозиться с этим. Если бы это было 0,2, 0,3 там, или 0,1, 0,2, то есть это понятно. Там уже щупы не пройдут. Ну а здесь как-то вот такая граница очень маленькая. Прямо несущественная. Потому что вот выставил 0,15, 0,20 также проходит. И 0,15 притирку, и 0,20. Ну, еще большую притирку. Только что вся разница. Но вот сейчас 0,20 уже не заходит. Хорошо. А 0,15 как зайдет. Крайне-крайне малый разнос. Ну, получилось. Сумел все-таки выставить на входе 0,15. Ну, вроде все хорошо. Так, и теперь с этим 0,20. До микрона не выставишь. Возможно, есть какая-то проблема со щупами. Но я не думаю, что Топтал фирма делает плохие щупы. У меня, кстати, штангенциркуль есть электронный. Электронный штанген заказывал в Алиэкспресс. Замечательная штука, кстати. Вот. Смотрим. Берем щуп 0,20. Замеряем его. Показывает 0,21 где-то. Ну, опять же, там, может, мусоринка, может, еще что. Вообще 0,20 показывает. Берем щуп 0,25. Надеюсь, на камеру видно. Делаем замер по щупу. 0,26. Ну, сейчас, может, мусор попал. — 0,25. А, ну блин. Вот что, чуть-чуть шевельнуться и все. 0,26, 0,20. Ну, 0,25. То есть щупы, то есть штанген электронный показывает, что щупы верные. Вот давайте 0,15 возьмем. Вот щуп 0,15.
Вообще идеально. Надеюсь, не отсвечивало. Ну, в общем, все щупы показывают, штангенциркуль показывает правильно. То есть щупы изготовлены плюс-минус там сотки, все верно. Как выставить, чтобы идеальные зазоры были? Ну, наверное, никак, потому что никак. Все отлично. 0,15 на впуске, 0,20 на выпуске. Все по фэншую. Болты зажали. Свечу зазор 0,9 выставил. Сейчас проедусь, посмотрю и расскажу впечатления. Ну что ж, поэтапно. Снимаем обязательно стартер. Обязательно. Смотрим, в каком цикле находится сейчас, в закрытых клапанах, либо в открытых. Проворачиваем либо один раз, либо два раза до верхней точки. Я использую спицу обычную. Все, вставил и смотришь, где самая верхняя. Работать со стартером крайне сложно, потому что надо постоянно вот это вот регулировать. И в обратную сторону ты уже не крутанешь. Когда ты стартер скинул, ты вручную можешь крутить и выставлять верхнюю точку. Определились, что это именно правильное положение поршня, когда клапана открыты, когда их возможно регулировать. Ну и все, и выставляем. Убираем загрязнения, которые есть. Я вот не замечал, появилось цоканье. Или это из-за неправильной настройки клапанов, или еще за чего-то. Появилось цоканье при работе мотоблока. А может и было, просто я не обращал внимания на это. Да. Прокладку лучше снять, почистить и одеть. Одеваем прокладочку. Правильнее будет одеть прокладку на крышку, а потом и одевать ее уже на двигатель, на клапана. Потому что пазики тут как раз с этой стороны должны быть правильно. Все, и тогда после этого все становится идеально. То есть снимаем, вот я в прошлый раз так не делал. Снимаем прокладку, одеваем на крышку и все. И потом все устанавливаем вместе. И новую свечку устанавливаем. Точнее, свечку старую с новым зазором. Ну и последнее устанавливаем стартер. Теперь произведем пробный запуск. Посмотрим, на что насчет обратного удара, так называемого. Будет ли ручка дергаться в руках. Ну что, клапана настроили. Все вроде в пределах возможной настройки я все сделал. Насчет срыва вот этого, я не знаю, честно сказать, срыва я не почувствовал, когда вот такой легкий пуск идет. Ну и в любом случае, при правильном пуске, который я описывал в ролике, когда вы дотягиваете и мотоблок начинает уже тянуться за стартером, в этом случае обратного удара и не бывает. Раньше, когда я заводил, я не выбирал это положение, а просто брал и сразу дергал. Сразу дергал, срывал с места и все. То попался. То сейчас не хочется проверять даже вот, да и нет смысла. Все же делать надо правильный пуск, прокрутили, легко идет, оп, уперся мотор. Ну я же показывал уже как-то. Вот вы берете, прокручиваете, он свободно проходит.
потом отпускаете. И вот в этом моменте, когда вы уже мотоблок тянете за собой, делаете рывок и все. При таком пуске обратного удара нету. Мотоблок заводится и все, как бы ручку отпускаете, все на это. Никаких проблем. Так, ну сделал вроде все, что нужно, все по фэншую. Зазор свечи 0,9, выпуск 0,2, даже чуть-чуть 0,21 там, наверное, впуск 0,15. Сейчас сделаем пылевые испытания, покажу, как мотоблок, если кому интересно, преодолевает водные преграды. Ну и как бы на этом будет. Ну и попробую еще раз снять максимальную скорость. Мало ли из-за зазоров клапанов изменится максимальная скорость, станет больше. Вот такие лесные испытания. Можно ли на мотоблоке ездить в любую погоду, по грибы, по ягоды. 5-я передача, посток, иди сюда. Постоку по скоку. Вот глубина. Полевые испытания прошли прекрасно. Мотоблок завезет черти куда. И главный большой плюс, если вы едете, к примеру, на машине, и вы сели в грязь. Но чем круче джип, тем дальше идти за трактором. С мотоблоком по местности тут, ну, естественно, не 100 километров. Если вы даже засядете, что маловероятно, но вы легко его вытолкнете. То есть оставили на передачу, сами сзади зашли, там пихнули, и все, он пошел. Грязевые испытания я провожу на заблокированном дифференциале. Пробовал без него. На разблокированном, ну, немножко вязнет. Одно колесо крутится, второе нет. На заблокированном спокойно выезжает. Ходить пешком полезно, но когда расстояния большие, мотоблок в этом неоспоримый плюс. Плюс перевозка, если вы там грибник, ягодник. Нагрузить можно много чего. По зазору свечи 0,8-0,9 разницы я не заметил особой, вообще, ну, в принципе, никакой. 0,7-0,8 разница для меня казалась какая-то заметная. То есть при резком нажатии газа, ну, не с холостых, естественно, когда ты не как ты на передаче едешь на 4-й, мотоблок чуть тянется и резко так, а вот именно как-то вот в серединке на максимум. У меня раньше он глох. Сейчас все отлично, не глохнет, сразу колеса чуть ли не с прокрутом идут, если по песчанке, то даже подбрасывает и понесся. До этого он задыхался. Такое чувство, что вот маленький зазор не воспламенял всю смесь газообразную в цилиндре. И, может быть, из-за этого что-то. Ну, это и нагар на свече был.
Вот сейчас на свече нагар не появился. Ну вот увеличил до 0,9, менять не буду. Увеличивать дальше смысла особого нету, потому что разницы не ощущаю. Там по паспорту 0,8, ну не по паспорту, а в интернете посмотрел 0,8, 1 миллиметр. На эту свечу идет зазор. Ну вот, по клапанам скорость, естественно, она не увеличилась, и как она увеличится? Клапана настроил, полевые испытания провел. Ну, как бы все. По мотоблоку, по настройке мотоблока уже как бы меня тут больше не к чему. Больше добавить нечего. Ну, возможно, воздушный фильтр надо уже поменять, что тоже неплохо бы сделать. Вообще, я так понимаю, воздушник надо раз в год менять. Да, его можно компрессором продувать, ну, как бы, если есть возможность, лучше поменять на чистый.